Это Каргонский хребет, ледники которого питают множество ручьев и рек северо-западного Алтая. С северных склонов Каргонского хребта стекает одна из крупнейших рек Горного Алтая – река Чырыш. В этом фильме мы вместе с вами отправимся в приключенческое путешествие. Посетим речку Белая и побываем в устье Каргона. Увидим завораживающее своей бесконечностью звездное небо и половим красавца Хариуса. Возможно, это был бы спокойный и умиротворяющий фильм, но не сегодня. Короче, просто отводишь нос лодки, отводишь, вон туда по течению разворачиваешь, ее вот так разворачивает, и мы стартуем и пошли против течения. Такой легкий водный инструктаж. Ну что, привет, друзья! Сегодня у нас необычная вылазка в наши любимые места. Находимся мы на реке Чырыш Алтайского края. Сегодня мы с Николаем Всем привет! Отправляемся на водометной лодке вверх по Чырышу. Задача у нас дойти до речки Белая и постараемся зайти в Каргон. Воды очень мало в Чырыше, на удивление. Сегодня у нас начало августа, воды мало. Поэтому сейчас пойдем вверх по течению Чырыша. Ожидаем хороший клев Хариуса. Посмотрим, что будет. Ну ладно, я пошел помаленьку уже. Ты догоняй. На водомете по Чырышу и его притокам. Один только вперед. Ну что, погнали? Погнали! Переводим мотор в номинальный режим и стартуем до красивейших мест долины реки Чырыш. Река Чырыш! Сегодня нам предстоит пройти 14 километров до устья реки Белая. Там мы планируем разбить лагерь и отправиться на поиски пятнистого красавца Хариуса. Воды в Чырыше мало, и мы выстраиваем максимально безопасную траекторию прохождения. Огибая большие валуны и опасные меляки, порой проходим участки, прижимаясь максимально к берегу. Кристально чистые воды Чырыша вселяют в нас надежду на поимку зачетных хариусов, и мы километр за километром поднимаемся все выше и выше. Поднимаемся выше и выше! Почти подошли к Белой уже! Так, друзья, подходим к месту, где заканчивается дорога от Синтелека. Это обвал скалы. Вот здесь вот скала обвалилась давно. И мы на машинах максимум доезжали вот до сюда. Все, вот здесь вот у нас мы обычно базировались. Есть фильм наш «Погони за Чырышским Хариусом». Мы доезжали вот до вот этого места. Вот место, до сюда мы доезжали максимум. Вот он, обвал скалы. Дальше дороги нет. Дальше дороги нет. Вот прям вот с этого камня я кидал тирольку. И вот с этого. Вот он, обвал скалы. Прошли обвал скалы и устье Большой Татарки. 13 километров пути пройдено. Еще 500 метров и уходим влево, в одну из проток Чырыша. Это финишная прямая. Ведь именно в эту протоку впадает наша сегодняшняя цель. Маленькая, с виду ничем не примечательная, но очень перспективная хариузовая река Белая. Мелко совсем, ни там, ни здесь.
Вообще мелко, ну. Вон она белая. Речка белая, друзья. Так, ну попробуем забазироваться. Воды очень мало. Воды очень мало, и мы здесь не пройдем на нашей лодке. Ну что, друзья, находимся на устье реки Белая, которая берет начало с Бащелакского хребта. Дошли мы сюда. Воды в Череше мало, в Белой вообще нет. В Белую даже не будем подниматься. Боюсь представить, что там на Каргоне творится. Потому что по плану было, конечно, подняться еще по Каргону. Но сейчас остановимся на речке Белая. Идем туда рыбачить. Возможно, мы здесь забазируемся. Вот, начну рыбачить с натуральных приманок. Взял с собой червя. Как практика показала, на Урале очень хорошо хариус идет летом на червя. Поэтому начнем на червя. Пройдем, обловим маленькую речку Белая. Ну а потом, если на череше будем рыбачить, будем переходить уже на тяжелые оснастки, на тирольские палочки. Ну и, соответственно, несколько мушек. Взял все рабочие мушки от Черной речки. Вот, и поэтому будем экспериментировать, пробовать. Ну а сейчас пойдемте вместе с вами посетим замечательную речку Белая. Вода вообще кристально чистая в реке. Это не может не радовать. Так, ну что, друзья, вот мы с вами снова на череше. Семь лет меня здесь не было. И вот он, черыш наш любимый. Любимый черыш. Сегодня мы рыбачим на червя. Начнем, по крайней мере, на дендробену. Сейчас поставим дендробенку и походим с дендробеной. Посмотрим. Это одна из проток черыша, которая ведет в устье реки Белая. То есть Белая речка впадает в эту протоку, по сути. Ну вот мы и посмотрим. Будем стараться ловить крупного хариуса, поэтому будем червя ставить целиком. Оснастка у нас, как обычно, просто поплывок и крючок. А вот и первая поклевка была. Друзья, поклевочка! Вообще задача порыбачить на Белой реке, конечно же. У нас была мощная поклевка, червя сразу сожрали. Попробуем немного экономить червяков. Попробуем еще разок. Не могу подсечь. Ну чё? Ну что скажешь? Ну у меня вот здесь вот какой-то матерый бродяга, короче. Я его подержал и все. Ну блин, главное, чтобы он не укололся. Слушай, ну в целом по концепции, что думаешь? Нормально. Ну вот так вот на поплавок, ну стиролька как бы нет, а на поплавок, мне кажется, здесь ништяк будет. Я говорю, вот я сюда подошел, у меня сразу несколько поклевок. И я вот не могу его взять. Сейчас, если поймаю, я тебе более конструктивно смогу что-нибудь сказать. Да не, ну в целом в речке воды нет, это ручей. Ну, Это уже не река, это уже ручей. Ну это ручей. Ну на лодке сюда точно не пойдем, но мне кажется, здесь в таком ручье можно
порыбачить неплохо, лучше, чем даже в Черыше. Если вода была бы чуть повыше, мы бы не прошли через эти деревья. Ну хотя да. Не, ну я не знаю. По мне так лучше по Черышу, мне кажется, рыбачить. Его просто сейчас вот надо понять, где он стоит конкретно, на течении или в приямках. Ну что, дошли мы по речке Черыш до речки Белая. Оказалось, не речка Белая, а ручей Белый. Вот учусь рыбачить в Черыше. Ну вот поймал на этом перекате, пороге, не знаю, как назвать правильно. 2 хорюсков поймал, поклевки есть. Будем рыбачить в Черыше. Вот, напарник мой пытает свою судьбу в ручье Белом. Он больше специализируется по ручьям. На поплавочку рыбачит. Я на тирольку здесь рыбачу. Я думаю, что клевать будет. Вода чистая. Все отлично, надо ключик подобрать только. Вот это уже интересней. Вот это уже интересней. Есть, друзья, смотрите, какой хорюзян ударил. Вот она речка Белая. Друзья, вот она белая река. Смотрите, ребята. Вот он. Это наш хариус. Это, друзья, наш хариус. Вот он, смотрите, взял на червя. Вообще бескомпромиссно. Друзья, вот это хорюзяка. Смотрите какой. Вот это ништяк. Вот в таких вот завальчиках стоят вот такие вот. Бах, как ударил, вообще ништяк. Вот, червяк работает. Червяк работает. Фу! Да, вот это, ребята, круто. Ну что, друзья, закончился наш сегодняшний день. Первый день рыбалки. Разведку мы провели. На Белой пока что тихо. Николай, не знаю, еще не приплыл. Он уходил вверх по течению Черыша. Сижу, вот его жду. На пеньке вот на таком. Коровы пасутся вон. Ходят бедняги. В колокольчики колоколят. Поймал сегодня одного хариуса на Белой. Хорошего. И все. Если завтра будет все по нулям, то мы пойдем выше по течению. Ближе к Каргону. Это вторая точка нашего маршрута, но воды там, скорее всего, также не будет, поэтому будем рыбачить на Черыше. Вон Николай несется на всех парах. Договаривались в 6. Встречаемся здесь, на этом острове. Вот ровно 6. Так, все, нашли место для стана. Галька крупная, скользкая, блин. Да галька скользкая. Все, давай немножечко. Что, припарковались? Но здесь вон и песочек есть. Не, можно вот прям вот здесь вот костерчик на песочке сделать, чтобы мягенько было, не по камням сидеть, а прямо у этого. Первый день нашего путешествия подходит к концу. Мы нашли место, на котором мы проведем ближайшие 2 дня.